Здравствуйте, друзья! Настоящая славянская женщина. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Упс1970. Настоящая славянская женщина совсем не похожа на современных наманикюренных созданий, у которых в голове мысли лишь о нарядах и развлечениях. Настоящая славянская женщина была хранительницей очага и семьи, была поддержкой для мужа и заботливой матерью. Не путать с современными истеричками-яжемамами. Когда-то, в далекие времена, наши предки знали основной принцип жизни, знали, в чем сила и особая роль полов. Люди следовали своей природе и жили в гармонии и с собой, и с другими. Научить сына быть мужчиной, а дочку женщиной было основной задачей родителей. Научив этому, они могли быть спокойны, что дети воплотят задачу, ради которой родились. Роль женщины в обществе когда-то была особой. На благочестии, чистоте и мудрости женщины держалась жизнь целых государств. Она была источником равновесия в семье и обществе. Разумность и рассудительность женщины – залог того, что будет царить мир, а конфликты будут исключены. Мир внутри и снаружи – это женская природа. Женщина сама по себе была источником покоя и счастья для всех. Именно ей легче всего воплощать в жизни качества, характерные для души – любовь, доброту, милосердие. Ведь душа имеет женскую природу. Именно эти качества уже присущи девочкам от рождения в соответствии с их природой. Именно эти качества дают возможность человечеству жить в счастье, мире и гармонии. Мужчины были хранителями женщин и их опорой, будучи благородными и сильными, что соответствует мужской природе духа. Рождение в семье девочки всегда было благословением небес. Само слово «девочка» уменьшительное от «дева», что на санскрите, одном из древнейших языков, значит «божественное». Родители знали, что с ее рождением в семью пришла сама любовь, радость, божественный свет. И сегодня, во времена, когда почти утрачены знания о жизни в гармонии и счастье, девочки неосознанно с детства склонны проявлять свою божественную природу. Они послушнее мальчиков, лучше учатся, стараются создавать вокруг себя красоту и гармонию, заботливы и добры. Воспитывая дочку, родители обращались с ней всегда ласково и мягко. Ни строгие наказания, ни резкие высказывания в ее адрес были недопустимы. Напротив, задачей родителей было сохранить ее чистоту и дать возможность максимально проявить и развить качества женского характера. Ведь это божественные качества, на которых держался мир. Девочка, которой с детства привили все необходимые умения и помогли раскрыть качества женской природы, становилась хранительницей счастья всех людей. Чистота и благочестие женщины способны защитить не только ее род, но и весь народ. Эти качества магичны. Психическая сила представительниц прекрасного пола в несколько раз превышает психическую силу мужчин. В этом закон гармонии. Мужчина сильнее на физическом плане, женщина на энергетическом. Это значит, что мысли женщины, ее желания, молитвы и медитации оказывают на окружающий мир гораздо более сильное влияние. В ведических писаниях говорилось, что мысль женщины приравнивается к действию мужчины. Издревле известно, что жена способна защитить своего супруга, находящегося на поле боя, одной своей чистотой и верностью ему. Ее женская сила окружала мужа непробиваемой защитной стеной. Такие мужчины возвращались домой невредимыми из любых сражений. Даже если в него летели сотни стрел, они просто пролетали мимо цели. Подсознательно мы это понимаем и сегодня. Женщина действительно обладает способностью возвысить мужчину до небывалых высот, если она чиста и разумна. Как гласит известное изречение, женщина может превратить любого глупца в мудреца и мудреца в глупца. Становясь же матерью, она обретала священную обязанность и возможность творить будущее Земли, растить тех, кто будет развивать жизнь на планете дальше. Женщина знала, что ее дети будут приращивать те зерна, которые она в них заложит. Так, одной из жизненных задач каждой женщины испокон веков было – родить и воспитать детей. К такой великой роли прекрасный пол готовили с детства. В
В каждой культуре существовал список обязательных знаний и умений, которыми должна владеть каждая женщина. Среди них искусство нарядов, умение играть на музыкальных инструментах, пение, танцы, умение рисовать, рассказывать сказки, знание языков, умение украшать дом и многие другие гораздо более сложные умения. На первый взгляд может показаться ерунда, но по сути эти умения – работа души, это творчество, созидание, это способности, позволяющие гармонизировать жизнь людей и вносить в нее красоту, радость, мир, что является сутью женской роли. Среди прочих обязанностей женщины было создание красоты внутри и снаружи. Осознавая важность благополучия семейной жизни, наши предки четко определяли супружеские обязанности. По ведическому укладу женщина должна выполнять 6 обязанностей, которые обеспечивают семейное счастье. В заботе – мать. В наше время большинство женщин относятся к своим мужьям как к источнику своего материального благосостояния и чувственного наслаждения. Здесь же имеется в виду, что жена должна относиться к мужу не потребительски, а бескорыстно, как мать, которая отдает всю себя своему ребенку, не стремясь получить что-либо взамен. Таким женщинам покровительствует богиня Макош, обеспечивая им семейное счастье. В труде слуга. Основные верования мира говорят, что мужчина и женщина, будучи изначально одним целым, были впоследствии разъединены, и теперь каждый из них стремится найти свою половинку. В ведических писаниях дается наука нахождения этой половины, но темные силы, заинтересованные в преобладании неблагочестивого населения, постарались увести людей и от этой науки. В наше время происходят встречи чуждых половинок, которые или сразу отталкиваются друг от друга, вследствие чего дети и без войн растут сиротами, или кое-как притираются друг к другу, чаще всего прозябая в серой постылой жизни. Именно поэтому соединение двух родных половинок называется венчанием, а встреча чуждых – бракосочетанием. Хорошее дело браком не назовут. В современной христианской церкви венчанием могут назвать и бракосочетание. Для своего духовного развития мужчина непременно должен служить своему духовному учителю, но счастье иметь его все время рядом доступно лишь немногим. Преимущество женского воплощения именно в том и состоит, что жена всегда имеет рядом своего мужа, который должен являться ее духовным учителем. Жена при этом, беря на себя основную тяжесть семейного быта, обязана давать мужу возможность иметь необходимое для духовного совершенствования время. Именно эта бескорыстная деятельность и является путем ее возвышения и основным преимуществом перед мужским воплощением. Именно поэтому в ведических писаниях женщину сравнивают с лодкой, с помощью которой мужчина может пересечь жизненный океан. Таким женщинам покровительствует Матерь Сва, богиня Сарасвати, царственный свет, благословляющая свет преданного служения мужу. В Ману Самхите говорится о том, что женщине нельзя давать свободу, но это не означает, что женщины должны находиться на положении рабов. Они скорее подобны детям, их легко обмануть. И если детям не предоставляют свободу, то это не значит, что к ним относятся как к рабам. Их любят и обожают. В настоящее время большинство людей, обманутых демонами, пренебрегают этими положениями, полагая, что женщинам необходимо предоставить такие же права, как и мужчинам. Ни в одной стране подобное положение не улучшило состояние общества. В действительности женщин следует опекать на каждой ступени их жизни. В детстве женщина должна находиться под покровительством отца, в молодости – мужа, а в старости – своих взрослых сыновей. Однако современная цивилизация искусственно создала новое представление о женщине как о независимом существе. И поэтому сейчас нравы большинства женщин находятся не на высоком уровне. Когда люди в своем неведении не признают предписаний, полезных для общества, не руководствуются опытом великих мудрецов, не придерживаются ведических правил, их культура находится в плачевном состоянии. По ведическим понятиям муж ведет жену так же, как отец ведет за собой детей, поэтому ее издревле называли ведомую, и, смотря по тому, как она шествовала за своим вожатым, составлялся кармический приговор ее поведению. Нарушение этого устава называлось проступком или преступлением, так как нарушение законных обычаев наших предков совращает женщину с настоящей дороги и делает ее беспутной, непутевой, заблудшей, сбившейся с дороги.
Она осуждена блудить на стороне, то есть становиться смердом. Женщина, не являющаяся хранительницей семейного очага, теряет связь с прародителем, ибо удовлетворить Всевышнего можно только выполнением своих естественных обязанностей. Лишившись благодати рода, она следует зову своих чувств, которые повергают ее из одной нелепости в другую. Такая женщина приобретает затасканный вид, пытаясь скрыть его под слоем макияжа. Ведические писания различают 7 видов жен, начиная с худшей. Та, которая подобна убийце, та, которая подобна воровке, та, которая подобна владычице, та, которая подобна матери, та, которая подобна сестре, та, которая подобна другу, та, которая подобна служанке. В стойкости как земля. Как земля стойко выполняет свое предназначение в поддержании жизни, так и жена при любых обстоятельствах должна быть доброжелательной и спокойной. Если женщина не проявляет удручающих дурных наклонностей, если она благоразумна и не строптива, этого вполне достаточно, чтобы мужчина решил остановить на ней свой выбор. Он должен благодарить судьбу, если обнаружит в супруге редкие дарования и душевную чуткость, и не стараться придирчиво выискивать недостатки. В женщине важен кроткий, миролюбивый нрав, а дополнить эти качества внешней утонченностью не так уж и мудрено. Сама мать сыра земля помогает женщинам в этом служении. В красоте – Лада. Лада – богиня удачи, богатства, процветания и красоты. Здесь имеется в виду, что жена должна быть всегда привлекательной для мужа. К сожалению, современные женщины считают в порядке вещей оставаться на глазах мужа неопрятными и раздражительными, а собираясь в гости, наряжаться, украшаться и надевать личину веселой беззаботности, любезности и очаровательности. Получается, что она делает это не для мужа. Люди, не глубоко знающие ведическую культуру Индии, часто удивляются необщительности арийских женщин, которые вроде бы совсем не замечают присутствия незнакомых мужчин. Они любят красиво одеваться для мужа, холят свою кожу, убирают волосы, сурьмят веки, надевают украшения для мужа, учатся петь и танцевать для мужа. И если муж жив, здоров и предан семье, а это правило, исключения из которого очень редки, женщина счастлива, она ничего больше не желает. Еще одно коварное следствие цивилизации – женщина с короткими волосами. Вы можете представить себе раздражительную, неуравновешенную, нервную женщину, у которой толстая коса до пят. Природа не дает ничего лишнего. Волосы предназначены для сбора сведений на тонком уровне и накопления жизненной силы. Все верования мира советуют женщине иметь косы, а при людях покрывать их тканью. Распускать волосы ей разрешается только при муже, так как простоволосая женщина, а тем более с короткой стрижкой, вбирает через волосы все гнусные, похотливые мысли окружающих. Ныне же женщинам предписано покрывать голову в крестьянских церквях. От кого же там им защищаться? Основной задачей женского воплощения является обретение привлекательности и способности любить своего мужа. В первую очередь мужа, а детей во вторую. Если жена считает иначе, то будет вынуждена страдать сама и обрекает на страдания детей. Современная женщина живет в азарте добывания эмоционального наслаждения и поэтому выслуживает любовь у всего мира. Страх того, что ее мало любят, заставляет ее делать как можно больше добра как можно большему числу людей, и последним в этом списке нередко оказывается собственный муж. Чтобы быть привлекательной для мужа, достаточно иметь высокий уровень духовного и нравственного развития, но для обретения совершенства как в привлекательности, так и в создании полноценного потомства необходимо иметь здоровое и красивое тело. По ведическому канону красоты длина вытянутой в струнку женской фигуры равна 216 см. 1, деленная на 216 тысяч, часть окружности Земли называется божественным стадием. На каждые 12 знаков Сварожьего круга зодиака приходится 18 см этой длины. Высота, стоящей на ступнях женщины с опущенными руками, составляет 9 знаков или 162 см. Если такая ладная женщина встает на цыпочки, то вершина ее головы поднимается до 173,12 см, и она будет вровень с соразмерным мужчиной. Высота туловища без головы и ног составляет 3 знака, то есть 54 см. Длина рук 4 знака, то есть 72 см. Длина ног
5 знаков, то есть 90 сантиметров, а от пупка до кончиков пальцев рук и ног по 108 сантиметров. Число имен бога Сварога. Преимуществом мужчин является борода. Она служит накопителем духовной силы, и сбривать ее допустимо лишь хорошо зная все последствия этого обряда и разумно их используя. В противном случае мужчина становится неспособным полноценно воспринимать ни тот, ни этот мир, ни тем более запредельный. Именно поэтому в тюрьмах и в армии бреют наголо, лишая тем самым человека индивидуальности, особости. Черномора в сказке Руслан и Людмила тоже лишили бороды, тем самым лишив его силы. В источнике вечного наслаждения, глава 53, Баларама, Белый Рама, старший брат Кришны так наставляет его. Обрезать человеку волосы и сбрить усы и бороду – это почти все равно, что убить его. Вот почему российские мужчины во времена Петра I сложили поговорку «Рубите наши головы, не трожьте наши бороды». В слове мудрости волхва Велимудра сказано: чем длиннее власы человека, тем больше Божьей силы получает он, ибо сила сия питает телеса, дух и душу человека и направляет его на созидание и деяния праведников, в коих мерилом всего совесть является. Что же там дальше про славянскую женщину? В разговоре мудрец. Девушка до замужества обучается тому, чтобы быть привлекательной, вести хозяйство, стать совершенной женой и матерью. Юноша это время посвящает духовному развитию, служа своему духовному учителю. В семейной жизни жена становится ученицей своего мужа и должна старательно перенимать от него духовные знания, становясь таким образом со временем мудрой, достойной собеседницей. Обучающимися ведической мудрости девушкам покровительствует богиня Веста. Молодых учениц так и называют – весталки. В постели ведьма. Ведьма – это знающая, ведающая мать. Слова ведьма, ведун произошли от древнерусского ведать, то есть знать. Английское слово witch, обозначающее ведьму, также происходит от древнеанглийского семантического корня wit, то есть ведать, знать. Сравните русское учить. Зачатие и рождение полноценного потомства является сложной наукой, поэтому женщина должна быть умелицей в этом благородном деле, ведь именно в нем ее природное предназначение. Но, к сожалению, истинное значение понятия «ведьма» было извращено. Богини Джива, Леля, Ражана помогают женщинам в зачатии и рождении детей. Ведающие женщины знают, как обрести семейное счастье. Для того, чтобы стать хорошей матерью, вначале надо быть хорошей женой, а еще прежде хорошей женщиной. В ведических писаниях говорится о том, что настоящая женщина, ведьма, должна обладать 64 качествами, необходимыми для полноценной семейной жизни. Вот эти качества. Иметь решимость следовать за мужем. Умение доставить наибольшее удовольствие супругу. Умение угадывать и опережать желания мужа. Умение быть собранной в любой обстановке. Владение и управление половой силой для воплощения в своих детях высокодуховных предков мужа. Чистоплотность. Знание любовных игр и искусство любовных ласк. Проворство в любовных позах. Умение красиво раздеться. Умение вызвать к себе интерес супруга своим поведением и нарядом. Умение преподнести себя. Умение возбудить мужа. Умение покинуть, не потревожив спящего мужа. Знать способы уснуть после мужа. Умение спать в любом положении. Умение делать различный массаж, поддерживать долголетие и здоровье. Знахарское лечение, траволечение, заговоры, лечение жизненной силы и так далее. Ведовство бытовое и обрядовое, знание народных обычаев. Знание основ звездочтения, благоприятных и неблагоприятных дней. Умение общаться со стихиями природы. Умение пользоваться своими космами, знание стилей причесок и умение уложить волосы. Знание различных характеров. Умение проявить необходимый характер. Умение выразить и подчинить свои чувства. Знание необходимой защиты своей чести и достоинства. Умение рассуждать, выявлять закономерности и делать умозаключения. Умение красноречиво излагать мысли. Знание игр, развивающих мыслительные способности человека. Ведение хозяйственных расчетов, знание мер, веса, объема, плотности и так далее. Знание системы налогов. Умение договариваться и вести дела.
Умение доказать свою правоту. Умение распознать качества и способности людей. Умение разгадывать сны и толковать приметы. Умение обживаться и создавать уют в любой обстановке. Умение изготавливать из глины утварь, предметы обихода и игрушки. Изготовление ткани и пряжи из различных материалов. Изготовление и украшения одежды. Знание сокровенного смысла узоров и характеристик изделий. Приготовление красок, окраска тканей, пряжи, одежды, утвари, знание основ цветоведения. Знание свойств камней и умение ими пользоваться. Поварское искусство и приготовление напитков. Знание дикорастущих растений, использование их в быту, питании и лечении. Умение получать на огороде хороший урожай, сохранять его и делать пищевые заготовки. Знание животноводства. Общение и игра с животными, их обучение, внушение необходимых действий. Умение распознавать состояние человека по его почерку, красиво и грамотно изъясняться письменно. Умение передать с помощью живописи и рисунка свое состояние и восприятие окружающего мира. Составление гирлянд, венков, букетов и знание их скрытого смысла. Знание сказок, былин, преданий, пословиц, поговорок и народных песен. Изготовление кукол для игр, обрядов и ведовства. Сочинение стихов, песен и их исполнение. Знание благоприятных и неблагоприятных музыкальных ритмов, размеров, мелодий и их воспроизведения на различных инструментах. Умение пластично двигаться и танцевать под разные мелодии. Искусство в развлекательных играх, ловкость и сноровка. Умение определяться на местности. Умение жонглировать различными предметами. Умение обмана. Обман – то, что рядом с умом, с правдой. Уловки, проделки, розыгрыши, ловкоство рук, лукавство. Умение угадывать задуманные числа, имена, предметы, словосочетания и так далее. Знание игр, основанных на угадывании. Загадки, головоломки, шарады, прятки и тому подобное. Умение ввести в заблуждение соперников. Знание различных игр на спор. Умение плакать. Умение умилостивить рассерженного супруга. Умение управлять ревностью мужа. Добросовестно выполнять свои обязанности даже в случае потери мужа. Хочу сказать от себя, тут в этих пунктах слишком много для женщин различных умений, но большинство из них я бы применил к современным женщинам. Хотя многие в нынешних реалиях и не нужны. Итак, вернемся дальше. В ведических писаниях приводятся 3 довода относительно того, почему эти искусства следует изучать. Первое. Применяя эти искусства, легче завоевать расположение своего возлюбленного. Второе. Женщина, которая владеет этими искусствами, естественным образом получает почетное место в обществе. Третье. Знание этих искусств способствует большому очарованию, приязни и влечению к такой возлюбленной. Вот какой должна быть настоящая женщина. Именно такие женщины и были на Руси всегда, до прихода черной смуты иноземной. Вот и сейчас алчный морок вражеский усиленно разъедает славянскую сущность нашего народа, ибо боится, что снова появятся славянские женщины и мужчины, которые верой и мужеством будут крепки. Слава вам, славянские женщины! Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – УПС 1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.